Всем привет-привет! Всем отличной пятницы! Сегодня мы с вами будем делать небольшой расклад на одну позицию, потому что тема сегодняшнего расклада «Обида на маму». Она относится к категории детско-родительских отношений, а такую тему не очень-то и любят, да, она не очень-то и востребована. Вот. Но в любом случае это является частью нашей жизни, это необходимая составляющая для гармонии. То есть гармония существует тогда, когда абсолютно все имеет место быть. В определенных таких, знаете, процентных соотношениях, но обязательно разнообразие должно быть. То есть, когда нету разнообразия, эта гармония считаться не может. И вот этот расклад, да, «Обиду на маму», я его буду делать на одну позицию, и мне просто самой интересно поисследовать эту тематику, поэтому этот расклад я решила записать, но не по позициям, чтобы он не был большим, а чтобы был относительно коротким. Вот. Кстати, буквально сегодня, да, я прочитала такой комментарий, не помню, какой это был расклад по позициям, да, и там одна женщина, из категории залетных птичек, да, то есть люди, которые со мной не знакомы, которые, знаете, так случайно попадают по предложению Ютуба на расклад и считает необходимым высказать свою точку зрения. Вот там женщина, значит, пишет: фу, почему она так и пишет, фу, расклад по позициям, да, я не люблю, поэтому даже смотреть не буду. И я так, знаете, я сижу и думаю, нафига мне эта ненужная информация? То есть, насколько вот мы стали все зомбированы, насколько мы стали неадекватными, да, вот мне кажется, вот то время, в котором мы живем, это самое такое, наверное, неадекватное время. Почему? Потому что все переворачивается с ног на голову, да, и ты смотришь, и я особенно то, что происходит на Олимпийских играх, в принципе, и вокруг меня это все происходит, да, то есть, с одной стороны, я живу в своем каком-то виртуальном мире, созданном для себя, в котором мне комфортно и приятно, а с другой стороны, все равно есть еще и какой-то другой мир, вот, и я так, знаете, периодически выплываю из своего мира и смотрю на другой мир, это вот как будто бы я, не знаю, под воду куда-то ухожу, да, плаваю там, в своем мире, потом всплываю на поверхность и смотрю по сторонам. И такая, знаете, в шоке пребываю, думаю, окей, вот такое ощущение, знаете, что вот люди как будто бы теряли свою человечность, что ли. То, что зомбированы все, это 100%. Здесь уже не говорится о том, что не то чтобы разучились мыслить, а мне кажется, эти люди никогда и не учились мыслить. Я не понимаю в такие, знаете, комментарии, когда человек говорит: а мне это не нравится. Окей, не нравится, хорошо. Мне это для чего? Для чего мне эта информация? То есть для чего это было написано? То есть с какой целью? Чтобы просто сказать. Вот. Вообще я не люблю пустозвонов. То есть людей, которые говорят просто чтобы сказать, без того, чтобы нести какую-то смысловую нагрузку. Почему? Потому что это претит моим каким-то ценностям, да, и убеждениям, моим установкам. Это настолько разнится, что когда я встречаю людей, которые просто говорят ни о чем, лишь бы что-то сказать, меня это вводит в такой, знаете, культурный шок, ступор, типа... А зачем это было сказано? Да? То есть я человек, который все время ищу какие-то смыслы, и когда я их не нахожу, я нахожусь в каком-то, не знаю, культурном шоке, непонимание того, что сейчас произошло, то есть что это было и что я услышала. Вот. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать вот что. Я недавно услышала одну такую мысль, вот, и хочу с вами ей поделиться, потому что мне кажется, что в ней есть зерно истины. А поскольку, вы знаете, я люблю смотреть на вещи немножко под другим углом, под другим ракурсом, вот эта вот идея сама... идея касательно рода. Вы знаете, что я ее стараюсь не затрагивать, потому что она сильно разнится от моих каких-то убеждений и взглядов. Вот. А поскольку я не люблю навязывать свою точку зрения, я предпочитаю умалчивать. То есть вообще это в моей натуре. То есть если я вижу, что то, что я хочу сказать, это не будет созвучно другим людям, я просто молчу. Смысл что-то говорить, да, если человек не готов это принять, либо у человека есть другая точка зрения. То есть переубеждать кого-то я не хочу,
Вот. А принять мою позицию, я вижу, что человек не готов. Ну, поэтому зачем зря мучиться и сливать энергию. Вот. Но вот эта вот мысль по поводу рода, она меня как-то, знаете, заставила подумать и показалась мне очень интересной. Значит, мысль заключается в следующем. Первый момент того, что касательно чисток рода. Начнем с того, что такое, то есть для чего проводят чистки, да, для того, чтобы вот как-то очистить карму рода и все такое. Это очень популярно. И об этом очень много говорят. Я сейчас не хочу обидеть никаких... Я знаю, что у меня есть на канале родологи, вот, и люди, которые занимаются этим. Вообще, камень не ваш огород, просто мысль на подумать. Да? То есть я не хочу никого обидеть, мысленно подумать. Если мы возьмем с точки зрения общего понимания, что такое карма, это причинно-следственная связь. Да? То есть человек что-то сделал, и за свое содеянное у него есть некие такие последствия. И получается так, что есть бабушки, дедушки, да, у них есть свои дети, у детей есть свои дети, то есть внуки. И по каким-то непонятным причинам эти внуки решают, что надо, значит, очистить род, то есть надо очистить то, что было сделано неправильно бабушками и дедушками. И вот у меня возникает такой, знаете, вопрос, мысль такая, вот то, что я услышала, о том, что первый момент, с чего мы вдруг решили, что карма – это что-то негативное. То есть если посмотреть по другим углом, то карма на самом деле, да, то есть это следствие наших причин. Это просто элементарные уроки, которые человек должен пройти, да, чтобы понять, вот, что у всего есть определенные последствия. То есть это можно сказать как некий такой закон, да, как закон притяжения. То есть если ты поднимешься на 3-й этаж и бросишь мячик сверху, то, ясное дело, в точке, боже мой, закон притяжения притянет его к землю, да, на землю. Считается ли, что это что-то такое негативное? Нет, ну потому что это закон, да, мячик бросили, и мячик, ясное дело, упадет на землю, потому что его притягивает, да, закон притяжения. Либо то, что мы притягиваем по образу и подобию, да, то есть притягиваем по своим энергиям, по своим каким-то вибрациям, да, по созвучиям. То, что созвучно человеку, он это и притягивает. И получается так, что на самом деле карма как таковая, она не является чем-то негативным. Просто человек, знаете, это как маленький ребенок, да, встал, пошел, где-то подвернул, наступил неправильно, да, не поставил правильно ступню, подвернул ногу, упал. Является ли это кармой? Конечно. Чего? Кармой чего? Его действия, да, то есть он неправильно поставил ногу. Исходя из этого, получается, что ребенок учится, да, что нужно обращать внимание, как ты правильно ставишь ступню, да, чтобы не наступать на боковую ее часть, чтобы не подворачивать ногу. То есть это некие такие уроки. Получается, что карма, по сути, это не что-то такое негативное. И у каждой души есть свой определенный путь, которым она должна пройти. Да? В принципе, теоретически вы все с этим согласны. Так вот, если на нашем пути мы должны, например, столкнуться с каким-то предательством, для того, чтобы, там, я не знаю, у каждого свои какие-то уроки, да, кто-то там таким образом учится доверию, кто-то наоборот где-то отклоняется от гармонии и наоборот чрезмерно наивный и доверчивый, и ему нужно быть более избирательным, да? Ну, то есть уроки разные, тема может быть одна. Можно ли считать в таком случае, да, что карма, именно в таком случае, это что-то негативное? Я думаю, что нет, это просто является каким-то определенным уроком. И вот если предположим, да, что в нашей жизни есть такие уроки были, допустим, и у наших родителей, у наших бабушек, прабабушек, в принципе, у всех людей, которые живут на этой земле. И тогда возникает вопрос о том, что зачем, либо для чего, с какой целью чистить карму, например, мне, да, моей мамы, если это были ее уроки. То есть зачем мне чистить уроки моей мамы? То есть это были ее уроки. Это не факт, что это будут и мои уроки, да? То есть это либо то, что, допустим, там делала бабушка, это были ее какие-то уроки. У моей души будут свои уроки. Может быть, чем-то они будут схожи, в чем-то. Я не исключаю. Но опять же таки, они не будут идентичны.
И поэтому здесь немножечко проскальзывает в некоторой степени наш эгоизм. Ну, если бы я таким занималась, я бы сказала, мой эгоизм. С чего я вдруг решила, что мне подвластно исправить какие-то уроки, которые брала душа, допустим, моей бабушки, моего деда на себя. И я вдруг решила, что я знаю, как лучше, и надо исправить то, что сделали они. То есть я в своей жизни уже полностью разобралась 100%, да, я все в ней понимаю, я все шарю, вот, и я прям такая идеальная, что я, знаете, как это, в своей квартире я навела генеральную уборку, и теперь давайте я пойду к соседу и буду там убираться. Потому что по каким-то причинам сосед, например, это, там, не знаю, мой дядя, да, и либо там бабушка и дедушка живет рядом, и дальше там родители, еще что-то. И вот я убралась в своей квартире, потом я теперь пойду квартиру своих родителей убирать, потом я пойду квартиру бабушки убирать с одной стороны, потом пойду убирать квартиру дедушки там, с другой линии, по другой линии и так далее. А когда я буду жить свою жизнь? То есть мне показалась эта мысль как-то достаточно здравой, да, то есть с одной стороны, что, возможно, это немножко эгоистично, да, когда мы говорим о том, что я беру на себя ответственность почистить рот, потому что, во-первых, я даже и не знаю, да, то есть что конкретно нужно чистить и зачем это чистить, если это были уроки другой души, да, то есть, да, есть связь по крови, по генетике, но эта генетика, это всего лишь 25%. То есть 25%, если мы, допустим, возьмем маму, да, мама мне передает 50%, но мама состоит из 25% бабушки и 25% дедушки. И то же самое с другой линии. То есть получается, что по генетике от бабушки с одной стороны, от бабушки с другой стороны мы берем всего лишь 25%, 25% и 25%. Почему мы решили, что вот... не знаю, что мы можем почистить карму, то есть мы со своей кармой, которую мы нарабатываем, там, я не знаю, тысячелетиями воплощений, мы типа разобрались, и мы пошли чистить карму других душ, которые в этой жизни, возможно, по генетике мы связаны, но с точки зрения душ не факт. Почему? Потому что если, допустим, я родилась, там, я не знаю, в бывшем Советском Союзе, а жизнь, допустим, моя закончится в Греции, то велика вероятность, что в следующем воплощении страны вокруг Греции, там Италия, Испания и какие-то балканские страны, плюс ко всему Турция, это велика вероятность, что я там буду воплощаться. Но умирать не факт, что я буду там. Я могу, ну, из-за того, что народы, да, как-то эмигрируют, у них есть возможность умирать в другой стране, не в той, в которой они родились. Вот. Это очень сильно влияет на перерождение, на то место, где человек родится в следующем воплощении. И получается тот факт, что если, допустим, я родилась в этом воплощении, вот в этой семье, то не факт, что в следующем воплощении, да, я также... мое рождение будет именно в этой семье, вот, в которой я сейчас нахожусь. Там, я не знаю, у моих правнуков, либо праправнуков и так далее, и так далее. Ну, то есть это могут быть какие-то другие люди. Вот, это как раз точка зрения того, что я не очень понимаю эту тему рода, да, то есть так, как ее преподносят. Вот, то есть я понимаю, что такое генетика, а что такое род, вот так, как общепринято, да, в массах, я не совсем понимаю. Опять же таки, если я не понимаю, я это не исключаю. У меня есть такая позиция. Если я что-то не знаю, это не значит, что это не имеет места быть. Но в моей картине мира это имеет вот такой окрас. У кого-то это будет какими-то другими цветами играть. В моей голове я не вижу логичности. Но мысль, которую я хотела донести, первое, это, а немного ли мы берем на себя, когда мы говорим, что я хочу почистить свой род? Это первый момент. Это на подумать. Это я не говорю, что это так. Это если вы хотите над этим помедитировать, да, то есть немножко порассуждать самостоятельно своей головой. А не то, что где-то принято и взято из какого-то эгрегора, и это имеет влияние.
Нет, а самостоятельно немножко порассуждать. И второй момент. Почему мы считаем, что карма – это что-то такое плохое? Прям вот как, знаете, как наказание. И что это обязательно надо чистить. И как вообще мы можем что-то почистить, если, условно говоря, это было как-то, не знаю, в прошлом. Мы могли бы это почистить, знаете как? Если мы дорастем в своем сознании до понимания того, что мы все едины, и причем это, знаете, не просто слова, а это образ жизни. Это человек, который действительно высоко вибрирует в сознании. И он понимает, что все люди в прошлом, в будущем, в настоящем, мы есть едины. То есть это есть единение нас всех. И таким образом, если бы, допустим, мы хотели, я не буду говорить, как чистить, а вот, допустим, если есть болезнь какая-то, да, в семье, у кого-то, у какого-то члена семьи, если бы мы действительно верили в то, что здесь вопрос веры и именно осознания этого момента, что мы едины, то мы могли бы исцелить себя, не другого человека, исцелить в себе вот то, что есть вот эта вот болезнь, либо какая-то дисгармония, которая присутствует в другом человеке. Например, там, я не знаю, алкоголизм. Не другого человека лечить, а в себе лечить в сознании, в своем сознании программу алкоголизма, коли она есть у нас, например, в семье. Через себя, то есть меняя себя, в себе найти эту программу и в себе ее исцелить. Но это должно быть, еще раз скажу, это должен быть очень такой высокий уровень осознанности. Почему я говорю очень высокий уровень осознанности? Потому что одно дело, когда мы говорим, да, мы все едины, да, мы все братья, мы все сестры, до определенного момента, пока кто-то кому-то на хвост не наступит. Некрасивое выражение, но примерно так, да, пока кто-то кому-то не оттопчет ноги. Тогда почему-то мы вдруг все забываем, что мы являемся друг другу братья и сестры, и начинаем враждовать. Вот если действительно, если взять, да, за истину, что другие люди являются проекцией нас самих, то есть даже не столь проекция, а продолжение нас самих, что вот как будто бы есть рука, вот если представить, да, свою руку, и она имеет такую большую-большую протяженность. И все наше тело имеет протяженность в пространстве. И тем самым, имея огромные объемы, мы начинаем вмещать в себя других людей. И таким образом получается, что другие люди, они не являются либо природа, либо предметы. То есть это все вмещается внутри нас, это является частью нас. Ну, то есть это те такие понятия, которые, знаете, если человек не готов в сознании их воспринять, не просто понять головой, а именно воспринять. Потому что мы все, например, знаем, да, 2 × 2 = 4. Но пока мы это не осознаем, пока мы не докажем себе какую-то там теорему определенную, пока мы это не осознаем, для нас это будет просто информация. То есть информации очень много. И здесь получается такой момент, что если пока мы не сделаем это своим образом жизни, пока мы не сделаем это своим опытом, то мы не сможем никаким образом исцелить других людей, да, либо как-то повлиять на других людей, но не напрямую, а косвенно через себя. И вот когда здесь получается, да, что я чищу карму других людей, да, допустим, там, родственников своих, это, представляете, это вы в себе должны найти эти программы и в себе искоренять, то есть в себе их прорабатывать. И вот мне очень интересно, кому удается в себе проработать программы, там, я не знаю, мамы, папы, при условии того, что у нас у каждого внутри есть куча своих каких-то программ. Это до какого уровня сознания человек должен достигнуть, чтобы он себя проработал, чтобы он стал светом, чистым светом, чтобы он излучал эту любовь, чтобы он стал чистить своих бабушек, дедушек, папу, маму, там, детей и так далее. Мне кажется, в этом есть какая-то доля иллюзорности нашего эго.
Ну, это на подумать, если хотите. Опять же таки, да, я же никого не убеждаю, это мне просто эта мысль сама понравилась, и я несколько дней ходила и думала, так ли это, ну, то есть рассуждала, мне интересно было понять, насколько вот мы иногда, не подумав, да, что-то, ну, то есть, скорее всего, не разобравшись в какой-то теме, да, мы принимаем на веру чужие какие-то программы и убеждения, то есть самостоятельно, не разобравшись в этой теме. Ну, если вам будет интересно написать свою точку зрения, пишите, я ее почитаю, конечно же, с интересом. Вот. Ну, а теперь давайте приступим к раскладу. Тема, да, обиды на маму. Давайте будем смотреть. Почему? Почему мы обижаемся на маму? Ох, аркан смерти. Сложный аркан, сложный аркан. Потому что где-то в своем сознании мы не принимаем. Здесь нету принятия именно каких-то, скажем так, образа жизни мамы, да, то есть смерть – это завершение, это конечная точка, это перерождение, завершение чего-то и начало чего-то нового. Это естественный процесс. Здесь получается так, что мы не согласны именно с позицией мамы, мы не согласны с ее образом жизни, да, то есть вот в нашем понимании мама – это все, что олицетворяется с чем-то старым, с чем-то завершенным, с чем-то уже непрактичным, ушедшим. И исходя из этого у нас есть непринятие, то есть мы себя воспринимаем как что-то новое, то есть здесь есть разница. Разница между собой и между мамой. То есть у нас есть несогласие либо с ее взглядами, либо с ее образом жизни, там, воспитанием. То есть есть непринятие, потому что нам кажется, что вот мама – это что-то такое прошлое, отжившее, изжившее себя. Да, то есть это то, на чем нужно поставить точку. Причем это некое такое завершение в сознании. Да, то есть сознание мамы, ее, скорее всего, мышление, мыслительные какие-то процессы, да, программы, вы с этим не согласны. Еще почему у нас идут обиды на маму? Смотрите, какие серьезные обиды, да, великие арканы. Отшельник. Потому что здесь нету понимания, да, еще один аркан, подтверждающий того, что нету понимания, есть разница во взглядах и нету понимания мамы, то есть либо здесь мама каким-то образом отдаляется, да, то есть нету какой-то вот душевной близости, либо вы, наоборот, закрываетесь. То есть здесь, если закрываетесь вы, отдаляетесь от мамы, только лишь потому, что вы хотите найти какие-то для себя ответы, углубляетесь, либо это может быть ответы на вопросы взаимоотношений с вашей мамой, да, то есть, но здесь общая такая тенденция того, что я не понимаю маму, да, и от этого идет отдаление. Либо она отдаляется от вас, либо вы отдаляетесь от нее, либо оба отдаляются друг от друга. То есть здесь есть некая такая дистанция. Что конкретно вы не понимаете? Пятерка мечей. Ну, здесь нету понимания, у кого-то это было насилие. То есть, смотрите, пятерка мечей, на самом деле, это разрушительная энергия на уровне ментала, то есть это негативные мысли, это негативные программы, в том числе это насилие, это может быть самобичевание, это разрушительные мысли, которые причиняют нам очень сильную большую боль. И здесь получается так, что, возможно, вы не понимаете, если это, например, касалось детства, почему вас наказывали, вы не понимаете, почему к вам жестоко обращались, да, холодно как-то обращались, почему вам причиняли какую-то боль. То есть здесь марсианская энергия, но на уровне именно мысли. То есть здесь не всегда может быть какое-то, знаете, физическое насилие, здесь может быть моральное насилие.
То есть какой-то, вы знаете, игнор, отдаление, да, либо какое-то моральное подавление, осуждение, критика, болезненные какие-то слова. То есть здесь очень много боли. И вот этой вот марсианской разрушительной энергии. И здесь вы не понимаете, почему вот это было в вашей жизни. Так, еще какие обиды? Еще какие обиды? Ну, обиды, связанные с коммуникацией, с одной стороны, а с другой стороны, знаете, здесь такое ощущение у кого-то, опять же таки, да, вы понимаете, что это общий расклад, не может всем все подходить, какие-то моменты подходят. Нам важно отметить в этом раскладе вашу реакцию на что-то. Вот на что вы среагируете, вот в этом направлении вам нужно будет потом поисследовать самостоятельно. Королева жезлов здесь говорит о том, что у кого-то мама была очень яркая личность, да, и, возможно, ей интересно было жить своей какой-то жизнью. И это не обязательно то, что она вас бросила, хотя здесь такие моменты тоже может быть, да, покинутости, брошенности, да, может быть, даже и мама была рядом с вами, но не уделяла вам столько внимания, да, то есть вот как будто бы человек жил своей жизнью. И отсюда нету вот этой вот привязанности, да, чувствительной, эмоциональной привязанности. Возможно, есть вот какое-то такое ощущение, да, что вот мама как будто бы что-то не договаривает, то есть нету искренности, нету вот как будто бы доверия, да, то есть нету коммуникации, нету доверия. У кого-то может проходить, знаете, вот эта вот детская ревность, да, что в чем-то я хочу быть похожей на маму, да, но у меня не получается. Возможно, мама там была красивая, а вы себя считаете недостаточно красивой. Вот это, вы знаете, тоже какая-то такая злость и агрессия, да, то есть почему меня природа не сделала такой, как мама, да. То есть, допустим, я заслуживаю, а она нет. Вот в какой-то такой степени. То есть здесь ревность тоже каким-то образом приходит. Еще какие обиды? Я смотрю несколько, чтобы вы могли что-то в себе узнать. Еще какие обиды? Здесь непонятные, да? Здесь непонятные обиды, но в том числе здесь может быть обида за какую-то пассивность, да? То есть, опять же таки, вот такое ощущение, что мама дожила как-то своей жизнью, не знаю, может быть, это профессиональная жизнь, то есть много работала, вот, и такое ощущение, что вот на вас как будто бы времени не хватало, что вы были как будто бы ребенком-невидимкой, то есть вы вроде бы есть, вот, ну, потребности ваши покрываются, там еда, сон, все, что обучение необходимое, а близости душевной нету, да. То есть здесь вот какая-то пассивность и ощущение того, что вы действительно не понимаете свою маму. И еще какая обида. Пятерка мечей, пятерка кубков. Здесь, смотрите, здесь может быть обида, связанная с тем, что у кого-то мама покинула рано этот мир, да, и где-то есть вот эта программа, но здесь опять же таки, да, как-то вот покинутость, что мама ушла и оставила меня. Вот, то есть это может быть в прямом смысле, да, когда физическая смерть и в очень раннем возрасте, и вот как будто бы обида, да, что я осталась одна, либо были еще братья и сестры, да, и вы, ну, как будто бы мама оставляла на вас этих детей, и своих детей, свою ответственность перекладывала на вас. То есть тоже такая обида, что вот ты меня бросила, да, не знаю, там, либо нас бросила на произвол судьбы, может быть, мама ушла. Там развод, и остались там, с бабушкой, с дедушкой, либо с папой. То есть вот вроде бы, знаете, такое ощущение, что по пятерке кубков, что вы как будто бы сами себя наказываете, да, это вторая пятерка. Пятерка, в принципе, направлена на некое такое исправление, да, то есть где-то идут моменты дисгармонии, эти моменты, они очень болезненные, то есть если здесь болезненные мысли, то здесь болезненные эмоции, это то, что эмоционально очень перегружены, да, то есть идут какие-то разочарования и ощущение того, что связь-то ментальная есть, ну, то есть либо телепатическая какая-то, физической нету. Вот, но где-то вот что-то либо не допрожили, либо не разорвали какие-то узы, то есть вот вроде бы присутствие есть, и вот краски как обиды какие-то идут.
очень сильные, а как будто бы изменить уже ничего невозможно, а обиды остались. Но эти обиды, понимаете, вот здесь вот, как я считываю, они все, в принципе, здесь, ясное дело, что они проживали, у меня такое ощущение, что вот это вот прям череда разных людей. Это не одна какая-то личность, это вот прям несколько разных там мужские, женские фигуры идут, да, дети разного возраста, разной национальности, разной. Ну вот как будто бы разные судьбы, да, но их объединяет то, что какая-то обида и чувство одиночества, чувство покинутости, чувство ненужности. И здесь как будто бы, знаете, как ребенок берет на себя вину и говорит, что я виноват, да, что вот со мной такое произошло, да, то есть либо как-то вот мама перекладывала, может быть, какую-то такую мысль, программу вкладывала, что вот ты виноват, что из-за тебя что-то произошло, что ты вот какой-то такой несостоятельный, поэтому вот это вот все происходит, да. То есть какое-то чувство вины, кроме покинутости, осуждения и критики, есть еще чувство вины. Вот, и особенно если здесь женщины, прям вот такая какая-то несостоятельность. И больше такая, знаете, женщина с мужским складом ума. Причем, знаете, как-то вот я защищаюсь, особенно вопросы сексуальности здесь будет проскальзывать очень сильно. Прям вот именно в крайностях, да, либо прям такая достаточно развратная жизнь. Я не говорю сейчас, в зависимости от вашего возраста, да, может быть, даже по молодости, но это вот прям как защитный какой-то механизм, да, я недостойна, я себя не люблю, и поэтому я буду наказывать себя через тело. То есть пускай мной пользуется кто хочет, да, то есть какое-то вот обесценивание своего тела, отсюда идет разврат, потому что мне наплевать на себя, да, то есть он какое-то вот это вот самобичевание, какое-то наказание себя за что-то, неприятности, либо наоборот, да, моменты целомудрия, я не хочу никого, мне никто не нужен, да, мне не нужны мужчины, мне никто не нужен, я вот прям, я все сама, то есть вот какие-то такие моменты. Так, это обиды. Почему? Теперь мы будем смотреть, почему. Почему эти обиды? Почему? Потому что здесь несказанные, невысказанные эмоции. Король кубков, да? То есть человек все держит в себе. Какие-то чувства, которые не высказаны, да? То есть ощущение того, что слезы какие-то невыплаканные. Как будто бы... Знаете, вот хочется проплакаться, да, что пришло какое-то облегчение, что пришел какой-то катарсис. То есть здесь нет вот этого катарсиса. Почему? Потому что это все вот внутри вас как-то это кипит, бурлит все, как, знаете, как на болоте, где есть как горячие источники, вот оно такое, знаете, вроде бы болото, оно какое-то такое вязкое, вот, и оно еще и как бурлит, как гейзеры какие-то, да, то есть вот здесь что-то такое, все кипит, все варится, хочется это все высказать, но я это высказать не могу, я все это в себе держу, и это... Здесь как человек не может прожить свои эмоции. То есть здесь проблема эмоционального формата. То есть почему? И это сразу, если я говорю проблема, да, это сразу является неким таким уроком. То есть вот ответ на вопрос, почему, это здесь сразу будет подсвечиваться уроки. То есть, возможно, смотрите, мама очень коммуникабельная, общительная, да, а вы не умеете выражать. Вы не умеете выражать свои чувства, вы не умеете выражать свои переживания. То есть мама, наверное, была более такая легкая, более открытая, ну, я не говорю о том, что легкомысленная, а просто легко ходила, может быть, в контакт, в общение, а вам это не дается. И поэтому здесь обида, да, почему ты можешь, а я нет, почему ты можешь это сказать, а я нет, почему ты можешь меня оскорбить, а я нет. То есть, ну, я не могу дать тебе отпор. То есть один из уроков, да, здесь сразу учиться выражать свои эмоции, учиться их для себя распознавать в первую очередь, что я сейчас чувствую. Это обида, либо это агрессия, либо это злость, либо это... То есть что это? Как правило, люди не всегда понимают свои эмоции. Они знают, что это что-то такое неприятное, но найти имя этой эмоции
достаточно сложно, да, то есть здесь нужно поработать с эмоциональным интеллектом, чтобы научиться в себе разбирать эти эмоции на первом этапе и на втором этапе научиться их выражать. То есть здесь проблемы с коммуникацией точно будут, и еще и отшельник на это указывает, да, что человек поэтому и отдаляется. Мне никто не нужен. Почему? Потому что меня никто не понимает, я не востребована, я все сама буду делать. Почему? Потому что никто не сможет меня понять, никто не сможет сделать так, как я хочу. Смерть указывает на большую разницу, да, то есть я думаю так, люди думают по-другому, мы между собой не можем найти общего языка, и это вот главные уроки. То есть ваши обиды на самом деле, они являются некой такой площадкой развития для вас. То есть вот все, что сейчас я говорю, да, это вот то, что я говорила во вступлении, карма, вот это вот ваша карма, то есть это площадка, которая создавалась мамой для того, чтобы вы взяли это как источник, как некую такую базу, а дальше самостоятельно уже с ней разбирались. То есть изначально какие-то негативные такие программы вкладываются для того, чтобы над ними работать, да, то есть понимание, как некий такой учебник, с чем мне нужно работать. Дальше, почему? Почему у вас обиды? Колесо фортуны, да, вот они сценарии, потому что эти сценарии, они были вам переданы, возможно, от вашей мамы, да, либо здесь есть какая-то цикличность. И вот эту вот цикличность, да, вы должны как-то для себя разорвать. Через понимание того, где находится ваш центр внимания. Колесо фортуны, оно, с одной стороны, да, речь идет о фортуне, о цикличности, о повторности, да, каких-то сценариев и о том, что удача, она такая, знаете, изменчивая, поэтому она и слепая. А с другой стороны, ну, то есть здесь можно сказать, да, что вы считаете себя каким-то, может быть, неудачником. Может быть, наоборот, в чем-то удачливее, чем ваша мама. То есть здесь вопрос удачи тоже каким-то образом стоит. Но, с другой стороны, колесо фортуны, оно нам указывает на то, чтобы человек научился быть центрированным внутри себя. То есть такой, знаете, духовный урок, когда человек понимает, что все, что не происходит в его жизни, он должен это научиться принимать. Безусловно, на ранних этапах вашего развития, то есть в юности, это сложно сделать, да, у нас присутствует этот вот максимализм по крайностям, но с возрастом, да, постепенно вы так или иначе должны прийти к центру. То есть не на ободке этого колесо кататься, где очень много грязи, а в центре, когда колесо крутится, там всегда меньше грязи собирается, да, то есть быть центрированным внутри себя, то есть прийти именно к состоянию эмоционального спокойствию, да, когда вот я умею управлять своими эмоциями. То есть что значит умею? Я понимаю их природу, да, я понимаю, почему это приходит и почему я так реагирую, почему у меня это вызывает те или иные эмоции. Я их принимаю, потому что я понимаю. Вот. Но это придет с возрастом, да, это не сразу приходит. Но здесь уже второй аркан, который указывает на то, что вы обучаетесь именно эмоциям. Еще почему обиды на маму, но здесь страхи. С чем они связаны? Страхи. Вот еще одна пятерка. Вообще пятерки считаются уроками второй марсианской энергии. Пятерка монет. Карта нищеты, да, почему, опять же таки, да, и исходя из того, что я один в этом мире, я должен как-то выживать. Почему обида? Потому что такое ощущение, что, как это здесь объяснить? Здесь вот есть вот это вот состояние дефицита, да, что со всем нужно сражаться, да, всем всего не хватает. То есть всего недостаточно. И этот урок у вас на самом деле для того, чтобы вы поняли как раз-таки противоположность, да, что мир изобилен, то есть вы должны к этому прийти. Но здесь такой урок, знаете, через осознание, через то, что вы будете проходить достаточно сложный какой-то путь в своей жизни, чтобы в конечном итоге прийти к каким-то пониманиям, что все, что в жизни происходит,
оно необходимо для гармонии. То есть как это сказать, невозможно, человек не может понять, что такое любовь, если он изначально не прожил какую-то боль, либо ненависть, да, то есть вот как это, понятия, которые ты понимаешь на контрасте. То есть человеку сложно понять, что такое свет, если он ранее не сталкивался с тьмой. То есть при сравнении, да, то, что мы говорим, все познается в сравнении. То есть все познается на контрасте. И вот вам дается вот эта вот нищета, как духовная, так и материальная, да, бесконечные лишения, недостаток финансов, какие-то материальные проблемы, да, все, что связано с материей, то есть ресурсов, недостаток каких-то ресурсов. То есть, возможно, здесь обида о том, что мы постоянно голодали, нам все время чего-то не хватало одежды, я все время выделялся, потому что я чувствовала себя нищим, я чувствовала себя, либо чувствовала себя вот как будто бы, знаете, никчемной, да, все время я должна себя в чем-то ограничивать, себя лишать во имя, там, я не знаю, братьев и сестер, постоянно у меня что-то отбирали, отдавали кому-то другому. То есть вот этот вот дефицит, вы должны были его прочувствовать на себе, на своей шкуре, да, для того, чтобы захотеть, с одной стороны, замотивироваться, пойти в сторону как раз-таки изобилия, а с другой стороны, понять, то есть вот ваш урок, он не связан с тем, что вы родились в богатой семье, ну, то есть он не предполагает, что вы родились в богатой семье, в изобильной какой-то семье, да. Почему? Потому что изначально базовая установка дана на то, что вас все время лишает, вас все время в чем-то ограничивают, у вас что-то забирает, то, что для вас ценно, для того, чтобы вы пришли именно к пониманию, что есть ценность, что есть изобилие, что есть богатство, как ценность. Не в контексте богатства финансов, да, денег, а именно духовно. То есть здесь вот все уроки, которые вас ведут к духовности, как ни странно. Так, и последнее. Карта «Почему?» Почему у вас обиды? Потому что вам нужно было научиться мыслить позитивно. Не в контексте того, что я не хочу, а здесь как будто бы такой очень серьезный урок именно позитивного мышления. Невзирая на трудности, невзирая на какие-то сложности, которые вы проходите, должны были все равно научиться верить и мыслить позитивно, что все будет хорошо. Особенно в те моменты, вот здесь вот колесо фортуны, да, пятерка пентаклей и девятка мечей, когда череда каких-то неудобств, череда каких-то сложностей, трудностей, когда вы боитесь, когда вы чувствуете, что вот я один в этой жизни, никого нету, никто меня не поддержит, никто не поможет, всем на меня наплевать, да, когда включается вот эта жалость и самобичевание на себя, когда вы начинаете огорчаться, да, вам становится эмоционально больно, вот попробуй в этот момент успокоить свою психику, то, что бурлит, кипит внутри себя, успокоиться, прийти к этому центру и сказать, ничего страшного, да, все будет хорошо, ничего не бывает временным, не постоянным, наоборот, да, все временное, все меняется, колесо фортуны, все меняется, и это изменится. Успокоить себя и дальше мыслить позитивно, что я могу сделать в этой ситуации, как я могу ее решить, и спокойно уже идти в позитивную сторону. То есть вот здесь урок такой действительно осознанности и очень такого большого духовного какого-то роста, но все будет зависеть от того, на каком этапе вы сейчас находитесь, что вы проработали, либо что вам предстоит работать, потому что здесь работы очень много, и осознание всего этого не сразу придет, и не все из того, что я сказала, да, придет, потому что головой-то мы это понимаем. Что я имею в виду, когда я говорю головой мы это понимаем? В принципе, понятия, они не новые для вас, да, но как мы понимаем, что мы усвоили этот урок? Когда наступает такая негативная ситуация, вот в этой негативной ситуации вы действуете, поступаете позитивно. Причем вы это делаете осознанно, это ваш выбор. То есть я выбираю вот так поступать. В таком случае мы можем сказать, что да, здесь есть осознание урока. Если мы находимся на дне, и да, когда нам хорошо, мы это все понимаем, а когда нам плохо, мы начинаем страдать и мучиться, и верим вот в этот сценарий и играем в него, проигрываем вот эти вот негативные аспекты,
тогда мы, конечно же, урок еще не усвоили, нам еще придется много-много раз его повторять. Потому что когда мы находимся в спокойном состоянии, окей, мы это понимаем. Потом приходит проверка и говорит, окей, давай я проверю, что ты выучил из того, что мы сказали. И создается какая-то ситуация, где вы должны себя проявить. В зависимости от того, что вы поняли, что вы изучили, в чем вы разобрались. Если вы ведетесь на эту проверку в негативном ключе, значит, не прошли. Если вы видите все равно, что сдвиг идет в позитивную сторону, но еще не полностью, значит, мы еще продолжаем учиться. В чем ваша обида? О чем ваша обида? О чем ваша обида? 7 кубков. Не знаю, здесь обиды, они какие-то придуманные, они иллюзорные. Ясное дело, что это какие-то детские моменты могут быть. Вот. Но, в принципе, вот в данном контексте 7 кубков говорит о выборе, да, что человек как будто бы не совершает тот выбор, который ему необходим, в надежде на то, что будет что-то лучше. Здесь какие-то мечты, здесь иллюзорность, придуманность, здесь какое-то, вы знаете, замутненное состояние разума нашими эмоциями. Конечно же, такое есть. Почему? Потому что, здесь, понимаете, здесь человек, который в большей степени живет своими эмоциями. Может быть, он спонтанный какой-то, да, может быть, непостоянный. Но здесь вот пока, так как идет расклад, эмоции главенствуют над разумностью. Я не говорю о том, что здесь человек глупый, не понимает, но пока эмоции управляют здесь человеком. Пока он себе еще 100% не отдает отчет в том, что он выбирает. Вот какую бы ситуацию здесь ни произошло, да, что либо душа выбирает этот путь, изначальный, как заводские настройки, а в дальнейшем человек сам выбирает. То есть мы сами выбираем, как нам реагировать, да, наша свобода воли. Для чего вы обижаетесь? Для чего? Какая вторичная выгода от обид? Состояние жертвы, да? Аркан повешенного. Для чего? Потому что проще сказать, что со мной поступают как-то несправедливо. Вторичная выгода – не брать ответственность. Аркан повешенного, он говорит об инфантильности человека, который не готов взять ответственность за свою жизнь, да? Проигрывает некую такую жертву, я ограничен, я не могу, ограничивает меня убеждения, обстоятельства, какие-то условности, да, то есть здесь показатель того, что человек не растет, потому что когда человек зрелый, он осознает свою ответственность за свою жизнь, все, что с ним происходит, это не то, что судьба ему дает, а это он выбирает ту судьбу, которую он будет проживать. Чем? Именно своими поступками, выбор своей реакции на что-либо. То есть здесь какая-то взрослая позиция. А вторичная выгода от повешенного, да, ничего не делать, не брать никакой ответственности, да. Я не хочу этого делать. У каждого будут свои какие-то причины, почему, но вопрос по повешенному – это все равно какая-то незрелость. С одной стороны, и с другой стороны, вторичная выгода, мне не хочется пересматривать ситуацию по-другому, опять же таки, чтобы взять какую-то ответственность, да, то есть вот не сложилось все, мне проще сказать, что там, судьба как-то так, фортуна повернулась таким боком, что я тут ни при чем. Вот. А еще по повешенной все-таки это жертва, да, надо еще и в купе с 5 кубков, надо же еще и поплакать и сказать, что вот у меня ничего не складывается, одни мучения, одни трудности, а то, что мы в своем... Это вторичная выгода. Вторичную выгоду мы сразу не осознаем. Это где-то очень глубоко внутри нас, эта программа, и она работает. И мы не хотим ее признать, мы не хотим ее выявить, мы не хотим от нее отказаться. Нам так удобно. То есть нам удобно выбирать такую позицию несостоятельности, позицию отсутствия ответственности и нерешительности. Я не хочу решать за что-то.
Почему, это уже другой вопрос. Еще какая вторичная выгода от ваших обид? Двойка кубков. Ну, смотрите, здесь выгода может быть в том, что да, я обижена на маму, я обижена на весь мир, вот, и поэтому у меня не складываются отношения, я не хочу никого любить. Зачем мне любить? Зачем мне как-то выстраивать какие-то взаимоотношения, я не знаю, там, дружеские, либо еще что-то, либо личные. То есть проще сказать, что вот меня когда-то обидели, да, меня когда-то предали, все, теперь я не буду делать, ну, создавать какие-то новые отношения. Уйду в отшельничество, закроюсь, меня никто не понимает, и таким образом не надо будет выстраивать взаимоотношения с другими людьми, и как следствие не нужно будет расти, потому что благодаря другим людям, да, мы растем над собой. Почему? Потому что мы понимаем себя через взаимодействие с другими людьми, мы понимаем, где мы ошибаемся, что мы делаем не так, что мы говорим не так, что нам нужно исправить. Без других людей нам это сложно очень сделать самостоятельно. Возможно, но и сложно. И тут получается так, что я отказываюсь, да, мне проще от чего-то отказываться. Здесь такая позиция жертвы, да, и двойка кубков. Мне проще от чего-то отказаться. Я отказываюсь от любви, я отказываюсь от дружбы, я отказываюсь от партнерства, я отказываюсь от взаимодействия с другим человеком. Почему? Потому что так проще, так проще. Еще в чем тут вторичная выгода обиды? Ну, не надо работать, видите, восьмерка монет, не надо работать над собой, да, не нужно трудиться, не нужно что-то оттачивать, не нужно постоянно совершенствоваться. Еще в чем вторичная выгода? В эмоциях, да, то есть отказываясь от, имея обиды, да, вы как будто бы, ну, как-то вот осознанно себя лишаете возможности понять настоящую любовь. Почему вы боитесь? Вот что здесь? Вы как будто бы отказываетесь от любви, от настоящей любви. Почему? Семерка пентаклей. Потому что вам кажется, что вот это вот все бессмысленно, да, то есть я вот вкладываюсь, а толку нету. У меня такое ощущение, что здесь вы начинаете быть похожим на свою маму именно в этом аспекте. Как будто вот как ваша мама, да, что-то делала, либо говорит, вот я делаю, а результата нету. И это у вас, например, вот проигрывается, у вас это, знаете, как проигрывается? Вот вы хотите, например, постройнеть, да, и вы говорите, вот я прикладываю усилия, там, я не знаю, питание, спорт, еще что-то, а результата нет. И это все бессмысленно. Либо в профессиональной сфере, да, вот я что-то делаю, действия, вкладываюсь, долгое время, результата нет. И мне это все надоело. Какое-то, знаете, вот как выгорание. Как выгорание. Здесь какая-то вторичная выгода от того, чтобы выгореть. Причем здесь еще и восьмерка монет. Вот здесь две сферы. С одной стороны профессиональная, как-то затронута, а с другой стороны личная. То есть как некое такое выгорание. Это случилось, все, я больше не буду пробовать. Я не хочу пробовать. Я не хочу прикладывать усилия. Я не хочу заново падать. И кто виноват? Мама виновата, потому что она дала какую-то мне программу, установку, и вот из-за нее теперь у меня ничего не получается. Ну, то есть так проще, потому что если бы взяли на себя ответственность, да, вам пришлось бы заново как-то пробовать, ну, то есть нету козла отпущения, да, ответственность на вас. Что вы будете делать? Вы же не будете говорить, кто виноват, я виноват. Всегда виноват кто-то другой. Потому что если виноваты вы, надо это исправлять. А вы здесь не очень-то хотите. Здесь еще что-то есть, что-то с любовью. Ну, ясное дело, если не очень-то хорошие отношения были с мамой, мама это как раз-таки тот человек, который помогает нам познать мир через эмоциональную составляющую, да, то есть через наши органы восприятия, когда мы еще и груднички, да, то есть мы весь этот мир познаем через маму. То, что мы видим, то, что запахи, первые запахи, да, нашей мамы. И вот здесь, если не очень хорошие отношения с мамой,
то ясное дело, что личные взаимоотношения здесь не будут складываться. Но, опять же таки, это изначальная базовая установка, а дальше вы сами под себя должны подстраивать эту установку. То есть это не говорит о том, что если с мамой было так, теперь до конца ваших дней так будет. Нет, вы можете это исправить. И, в принципе, в этом и есть задача, чтобы вы это исправили. Здесь какая-то вот боль, связанная с любовью, связанная с чувствами, с партнерством. У 4 мечей. Видите, вы не хотите. Вот на самом деле, я не знаю, какие, ну, ясное дело, что это общий расклад. Я не могу сказать, что вот прямо у всех не складывается личная жизнь, но в большинстве своем, да, вот 4 мечей, она говорит о том, что человеку как будто бы, не знаю, как-то вот вам проще. Либо если вы в браке, либо в отношениях, да, одиночество вдвоем. 4 мечей. У меня есть некая такая идеализация, либо вы представляете для себя личные отношения так, как вот как-то идеализируете, нету реалистичного восприятия. И от этого вы страдаете. Вот здесь нужно это как-то пересмотреть. Ну так, в принципе, здесь нету какого-то желания, да, то есть вот здесь энергия такая, что меня все устраивает, меня все удовлетворяет. То есть в личной жизни есть она, нету ее, вот та позиция, в которой вы находитесь сейчас по 4 мечей, говорит о том, что я не хочу, да, либо этому предшествовало что-то, не знаю, какие-то предательства, неудачные отношения, и вы сказали, все, больше я не хочу, я завязала с этим делом, либо наоборот. Но здесь 4 мечей говорит о том, что надо что-то менять, а я не хочу. Почему? Потому что все бессмысленно, вы не видите смысла. То есть вы как-то вот прикладывали усилия, причем те усилия, которые вы прикладывали в личной жизни, они напоминают усилия вашей мамы. То есть в чем-то вы ее повторяете, вы ее дублируете. И они как раз, эта ситуация дана для того, чтобы, вот то, что я сказала в вступлении, не для того, чтобы карму мамы исправлять, а для того, чтобы, глядя на нее, поступать по-другому, так, как вы действительно хотите, как хочет ваша душа. Понять, разобраться, как хочет моя душа. Что внутри меня. Потому что здесь такое ощущение, что вот как будто личная жизнь, она у вас уходит на второй план. А здесь смотрите, какая связка. Личная жизнь, эмоции, да, они связаны с профессиональной сферой и с финансами, да, то есть нету эмоций, нету денег. И поэтому личной жизни нет. Давайте я обращу внимание на профессиональную сферу, а в профессиональной сфере нету денег, работы много, а денег нету, результата нету. Почему? Потому что личная жизнь не гармонична, душа неспокойна, эмоции неспокойны, не проработаны эмоции. Как быть? Как быть? Это будет последний вопрос. Как быть здесь? Для начала Паш мечей говорит о том, что нужно задаться вопросом, да, а что я хочу? То есть что мне здесь необходимо проработать, что мне нужно обратить внимание, что я хочу изменить. Паш мечей – это новая энергия, именно связанная с менталом. Это, как правило, дети-почемучки, которые начинают, как только начинает разговаривать, они начинают задавать много вопросов. Почему это? Почему звезды на небе? Почему звезды не падают? Почему там это? Почему там что-то другое? Вот эти вот много вопросов почему. Здесь нужно начать с этого. Задавать себе очень много вопросов, чтобы в них разбираться. То есть изначально должен быть некий такой запрос, да, что я хочу изменить, но на вопрос «я хочу изменить», следующий вопрос будет «а что вы хотите изменить?» Вот эти вот вопросы, да, а почему это, что я хочу изменить, для чего, как я смогу это сделать, да, то есть здесь очень много нужно будет ментальных вопросов себе задавать и быть правдивым, да, то есть здесь нужно нацелиться на результат. Какого результата я хочу здесь получить? Но чтобы понять, какой результат, надо изначально подумать, а что конкретно я хочу. И здесь вот как раз-таки честность, прямолинейность, да, должна быть. Смотрите, как быть, да, все пажи прям выпадают. Второй паж. Во-первых, перестать желать нравиться всем,
вот вопросы критики там вставали, да, и ясное дело, что вопрос самооценки. Начать слушать себя, но здесь, знаете как, через принятие себя, но принимаем мы то, что мы понимаем. Поэтому изначально здесь очень много вопросов у вас будет к себе. Что я хочу понять? Во-первых, что я чувствую, как я это чувствую, что мне это дает. Вот то, что я сейчас переживаю, да, что явилось следствием, каких мыслей, о чем я подумал. То есть здесь акцент в большей степени по пажу мечей на мысли, а паж кубков, он идет больше на эмоции, на проживание. То есть вот пажу кубков не хватает, с одной стороны, инициативы, то есть желания, да, как-то двигаться, а с другой стороны, не хватает мыслительных каких-то процессов, то есть понимания информации. А у пажа мечей, наоборот, у него есть информация, и у него есть и практичность, но ему не хватает глубины, и не хватает также огня. Поэтому здесь что вам нужно сделать? В первую очередь вам нужно захотеть что-то изменить. В дальнейшем вам нужно будет понять, что конкретно я хочу изменить, попробовать углубиться в эту информацию, собрать эту информацию, накопать ее внутри себя и вытащить на поверхность. Дальше, как вам быть? Королева Пентаклей. Королева Пентаклей всегда говорит про направленность внутрь себя, на свои собственные ценности, на свой, знаете как, интровертность внутри себя, на понимание своих собственных границ, на заботу, на внимание к самой себе, к тому, что проживается внутри вас. То есть обращайте внимание на то, что вы чувствуете, опять же таки, да, повтор, на то, что проживаете, то, что важно для вас, то, что ценно для вас, как вы хотите. То есть здесь много нужно заботиться о себе, но не в контексте того, что вот там мама дала там что-то она сделать, вот, знаете, вот забыть вот это вот прошлое, оставить в прошлом. Вот. А работать с тем, что вы имеете. Вот что сейчас вас не удовлетворяет, это понять. Здесь нужно понять, что для вас действительно ценно, что для вас важно. Не грустить, не смотреть в прошлое, а смотреть наоборот в будущее, да, развиваться. Вот в этом как раз и развиваться. Развивать свои желания, развивать свои интересы, строить какие-то планы, совершать действия, да, в этом. Но здесь развитие, Здесь нужно будет очень терпеливо и много работать, подытожу, да, и скажу, со своими эмоциями и переживаниями. Что это значит? Это когда у вас эти эмоции будут всплывать, мы же не все время эмоционируем, да, уметь за ними наблюдать и разбираться, откуда они появились, для чего они появились, эти эмоции, чему они меня учат, что они хотят мне сейчас передать. То есть через понимание то, что вы проживаете, то, о чем вы думаете, то, что вы чувствуете, это не есть вы. Это есть некие такие программы, которые вы протянули для обучения. Вот если вы это притянули для обучения, так учитесь на этом, да, то есть наблюдайте за этим, разбирайтесь в этом. Ну, это такая достаточно кропотливая работа. Давайте еще один аркан выложу, как вам быть. Поставить себе цель, что я хочу прояснить этот вопрос, и я буду действовать в этом направлении. То есть, если вы действительно хотите проработать свою обиду на маму, то как минимум вы должны будете для себя вскрыть эту обиду. То есть, за что вы на нее обижаетесь, да? Так ли это на самом деле? Какие эмоции вы чувствуете при этом? Какие мысли у вас появляются? Какие ассоциации у вас появляются при ощущении этой обиды? Попробуйте войти в позицию вашей мамы, то есть встать на ее место, посмотреть на ситуацию, как пересмотр, посмотреть на ситуацию с ее глазами, потом посмотреть на эту ситуацию глазами вашего ребенка, когда вот это вот все происходило, да, если это детская какая-то ситуация, посмотрите с позиции наблюдателя, сделайте такой объективный анализ, вывод. То есть здесь нужно работать. Это не то, что вот у меня есть обида, потом гоп, щелкнули пальчиками, да, или взмахнули волшебной палочкой, и все, и обида прошла. Нет. Так оно нет, оно не будет. Но вам нужно познакомиться с этими эмоциями. Вам нужно будет нырнуть в них, вам нужно будет вот прям
прожить их, ощутить, какую смысловую нагрузку они несут, да, какую информацию, что я должна здесь понять в этой информации. Поэтому, в принципе, для этого и существуют психологи, которые вам подсвечивают эти моменты, для того, чтобы вы их проговаривали, обращает ваше внимание. Потому что, знаете, даже если вы работаете самостоятельно, ну, на этом, в принципе, расклад закончен, просто дополнительно скажи, если вы работаете самостоятельно, возможно ли работать? Да, но вам нужна обратная связь. То есть вам нужен человек, который вам будет подсвечивать и говорить: вот смотри, ты сейчас поступаешь вот так. Сейчас ты обижаешься. Может быть, это твоя детская какая-то обида, может быть, в этом есть твоя мама, может быть, сейчас там, я не знаю, кого обижаетесь, на такого человека, да, на другого. Может быть, в этом человеке вы видите не этого человека как личность, а какие-то черты характера своей мамы. Может быть, перед вами сейчас предстает проекция вашей мамы, и вы ей сейчас что-то доказываете, вы ей что-то сейчас объясняете, с ней сражаетесь. Может быть, этот человек вам просто как якорь, да, подсветил ситуацию, и все. И вы как завороженный смотрите, и в упор не видите этого человека, а видите свою маму. Вы что-то доказываете, там, что-то рассказываете. То есть этот человек, ну, обязательно нужен второй человек, зеркало, который вам на это будет все обращать внимание. Тогда вы действительно сможете проработать. А так самостоятельно, опять же таки, поэтому я и говорю, да, что такой высокий уровень осознанности, когда что-то происходит, то есть помимо того, что вы это проживаете, у вас должно хватить фокуса внимания на то, чтобы вы в этот момент остановили себя, сказали: окей, сейчас я обижаюсь, и начали с этим разбираться. Вот представляете, какой это уровень осознанности, да? То есть вам что-то говорит, вам больно, вам хочется плакать, а вы должны себя в этот момент остановить и сказать: окей, почему это происходит, что меня сейчас задело. Ну, то есть, как правило, среднестатистический человек это сделать не сможет. Вот. Если кто-то так делает, так поступает, то, как правило, это люди, которые уже встали на этот путь, да, на путь сознания. У них постепенно нарабатывается этот навык. Я не говорю, что это невозможно, это возможно, но это навык. И для этого навыка должна быть цель, должно быть желание, что я действительно хочу с этим поработать, меня действительно это все достало, и я хочу от этого очиститься. То есть пришло время. Пока время не придет, вы вот в повешенном. Да? Мы будем только страдать от этого и говорить, и жаловаться, что вот мама виновата. Почему? Ну, потому что проще переложить на нее ответственность. А где ваша ответственность в этом всем? Да? То есть, когда вы были маленькими детьми, да, конечно же, вы это не могли никак изменить. Сейчас же вы не маленькие дети, сейчас же вы взрослые люди, значит, что-то вы можете как-то на это повлиять, как-то по-другому посмотреть, по-другому поступить. Где ваша свобода выбора сейчас? В детстве, может быть, и не было, сейчас у вас есть, так используйте ее. Вот такой был расклад сегодня. Напоминаю, что в разделе сообщества вышел анонс на блиц-консультации выходных. Вопросы следующие: какие люди вас окружают, что они вам дают и что забирают. Кому интересны такие вопросы и вы хотите узнать ответы, приходите на блиц-консультации. Вся информация есть в разделе сообщества на главной странице этого канала. Заходите, читайте последний анонс, там есть контакты, пишите мне заявку. Напоминаю, особенно тем, кто приходит на постоянной основе, да, так скажу, на блиц-консультацию. Сначала спрашиваете разрешение, да, то есть согласна ли я сделать вам анонс, ну, то есть могу я или нет, а потом оплачивать. Потому что, знаете, как бывает так, что люди, которые приходят на постоянной основе, они сначала оплачивают, а потом говорят: ой, Лене, мы вам оплатили. Вот. Не делайте так, пожалуйста. То есть даже если вы приходите там и не первый раз, там, 3-й, 5-й, 20-й, 100-й, неважно, просто сначала узнайте, да или нет, потому что, знаете, ситуации бывают разные в жизни. Это не потому, что, допустим, я там не хочу делать, да, у меня могут быть какие-то форс-мажоры, я могу, не знаю, жизнь, она такая, в каких-то моментах она непредсказуемая. И, в принципе, об этом я и написала в анонсе. То есть, пожалуйста, сначала уточните, а потом оплачивайте. Мне кажется, это не столь сложно. Все, прощаюсь с вами, желаю вам всем прекрасных выходных. Любите себя, берегите себя, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь моментом. Вот, и
чистите свою карму, проживайте свою жизнь. Всех обнимаю, всем пока-пока.